Друзья, сегодня 28 февраля, завтра уже первый день весны. Когда вы смотрите этот выпуск, у вас уже весна, с чем я вас, собственно, и поздравляю. А в Нячанге до сих пор не сезон, пасмурная погода, сильные ветра, море волнуется. Можете вот посмотреть, какие волны здесь. Никто не купается, пляж абсолютно пустой. Вот так, собственно, все это выглядит. Вышел прогуляться, сниму для вас очередной выпуск. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки, пишите комментарии, сами все знаете. Ну а я здороваюсь с каждым из вас. Всем доброе утро, добрый день и добрый вечер. Погнали! Сегодня я хочу с вами прогуляться немножко вглубь Нячанга, показать вторую, третью линию. А в конце заглянем на ночной рынок, покажу, что там продается, что есть интересного. Вот здесь напротив Румис называется, это блинная. Достаточно вкусные блинчики там продают, а рядом вот заведение. Там продают бон-ми, собственно, хлебушек, такой сэндвич, багет с курицей, со свининой, тоже очень вкусно, это такое местное национальное блюдо. Дальше идем, получается, здесь начинаются массажные салоны, предлагают, вот наш друг сидит, который уже нас знает и знает, что мы, собственно, не будем брать массаж. Hello. Привет! Вот, он всегда с нами здоровается, причем уже знает, что мы русские, и здоровается с нами на русском. Hello. No, thank you. No. Тоже предлагает массаж, очень интересно, в общем, на каждом шагу будьте готовы, что вам будут что-то предлагать. Начиная от массажа, заканчивая марихуаной. Здесь ее предлагают на каждом углу, как бы это стрёмно не звучало. Сейчас вот зашел в магазин еще, вот так выглядит. Прям буквально от второй линии недалеко, вот я прошел, и здесь тоже наш еще один друг. Мы здесь покупаем манго, чай покупаем, макадами иногда берем себе. Здесь приемлемый ценник и вкусный свежий манго всегда. Давайте заглянем, что тут есть еще, посмотрим. Вот всякие чаи, кофе. Вот такой мы кофе, кстати, покупали. Это с луварк. Это такие животные, которые кушают зерна кофе, а потом их выкакивают, собственно. И считается, что этот кофе приобретает неповторимый вкус. Ну, на самом деле, вкусный кофе, хороший, ну, не знаю. Надо просто попробовать на любителя. Ну и тут много всего. Орехи, манго, опять же, всякие чаи. Ну и много, вот парфюм даже есть. Смотрите, какая ракушка здесь. Интересно, она тоже продается. Ну, в общем, различные сувениры, бусы, четки, браслетики. Вот так вот все выглядит. Есть вот из дерева. Ну и всякие вот еще поделки, смотрите. Тоже интересно выглядит, вот это крутая. В общем, рекомендую этот магазинчик, и парень здесь постоянно работает, тоже немножко по-русски разговаривает. Все, взял манго, всегда дают пакетики, в общем, рекомендую эту точку. Идем дальше, здесь вот отели, уже второй линии, вот Liberty Central, почти как бы GTA Liberty City и Legend Sea. Кстати, одна из моих подписчиц писала и говорила, что они приедут отдыхать в середине марта, кажется, вот в этот отель будут заселяться. И, собственно, как раз я показываю вокруг, что есть. Я думаю, для нее будет очень полезна эта информация. Здесь вот на второй линии находится еще храм. И когда здесь проходят мероприятия, службы, я так понимаю, то здесь очень много народу, куча припаркованных байков. Здесь вот такой вот алтарь
установлен. Интересно, первый раз сюда зашел на территорию. Ну и, собственно, сам храм закрыт. И храм, я так понял, католический, потому что там вот скамьи. Ну и, собственно, алтарь, который установлен, он католический. Кстати говоря, там по каким-то предубеждениям, да, можно подумать, что здесь большинство проповедует буддизм, но на самом деле это не так. На самом деле это не так, и здесь очень много католиков и много храмов. Но все это последствия, естественно, французской колонизации, которая здесь была. Идем дальше по второй линии. Здесь вот еще один храм есть, но он уже буддийский, я так понимаю. Вот здесь он находится. А вот здесь находится кафешечка, которую я показывал в новогоднем нашем выпуске. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Ссылочка где-то здесь сейчас всплывет. И там очень вкусно и дешево можно покушать по сравнению там с другими заведениями. Ценник там более чем приемлемый, при этом вкусно. Здесь вот какое-то интересное заведение. Смотрю, а здесь поют караоке на русском, представляете? Просто жесть. Где такое? Я думал, только в Анапе можно такое встретить, но нет, даже здесь на всю улицу поют караоке на русском, причем какой-то шансон. Вот такую картину даже можно встретить, где мужчина просто будет писать на забор. Вот так вот. Даже вот такая вот картина, да, встречается, но, в общем, это Азия. Тут уровень культуры, наверное, он не на самом высоком уровне, хотя есть и очень даже хорошие люди. Дальше вот интересное место. Ресторан «Москва», достаточно культовая, многие его любят и хвалят, но мы там не были, там ценник достаточно такой кусачий, для туристов, наверное, больше рассчитано, для русских, как бы, тут и приехал во Вьетнам, а тут ресторан «Москва», надо же сходить. Вот еще одно интересное заведение, такой вот арт-объект здесь установлен, выглядит очень круто. Похоже на какой-то барчик такой, очень даже стильно выглядит, даже по-московски, но там тоже мы не были, поэтому нужно пробовать, еще обязательно сходим. А вот здесь напротив находится заведение интересное. Мы один раз туда зашли и думали, что это там вьетнамская, да, кухня, а на самом деле это китайский ресторан, и вот так он выглядит, двухэтажный, но когда мы туда пришли, мы были там абсолютно одни. То есть забавно было в таком огромном пространстве сидеть одним. И всегда мы часто тут проходим. Народу там практически не бывает. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, это рассчитано больше на китайских туристов. Но, в общем, вот так. Также обязательно вы встретите вот такие небольшие магазинчики, где можно приобрести купальники, шлепки, различные такие вот чисто туристические вещи, шляпы какие-то, кепки. И на каждом шагу ценник будет примерно одинаковый. Поэтому, если вы вдруг что-то забыли или вам не хватает, хотели бы обновить себе гардероб, в общем, всегда можно приобрести. Тем временем мы уже на третьей линии. Здесь вот так выглядит дорога, улица, собственно, ничего примечательного. Тоже барчик работает, интересный такой. На улице посадка. И много, опять же, туристических магазинчиков различных. Вот здесь прям буквально как бутик на каком-нибудь рынке. Кстати, парикмахерская. А вот здесь вот магазинчик такой, как на рынке буквально. То есть здесь вот кроссовки, чемоданы, сумки различные. Ну и, собственно, много всего. Различная одежда, футболки, кепки тоже. Обязательно найдете, если вдруг что-то вам не хватает. Еще часто можно встретить вот такие вот отели. Ну вот, посмотрите, да? Отель, высокое здание и абсолютно пустой. Такая картина повсеместно встречается здесь, и заброшенные отели, потому что туристов мало, и это все последствия постковидного периода, ковидного периода, точнее, когда
раньше было туристов много, потом был ковид, соответственно, туристов не было вообще, и многие отели не пережили всю эту ситуацию, закрываются, замораживаются и ждут лучших времен. Ну и третья линия, в принципе, мало чем отличается от второй. Там много различных заведений, туристы здесь сидят, массажные салоны, магазинчики. Вот этот примечательный магазинчик, не примечательный, точнее, но чем он особенно, что здесь продаются стики для Айкоса. Здесь их сложно найти, собственно, но в этом магазине они здесь продаются. Кто ищет, тот всегда найдет. Меня чуть не подрезали девчонки на байке. В общем, забавно тут передвигаться. На меня откликают официант, который приглашает в заведение. В общем, все достаточно интересно. Вот это крутое здание, прикольно выглядит, красиво. Все подсвечено в такой стиль выдержанный. Очень интересно. Это спа, собственно, массаж. Причем скидка 45% в этом заведении. Интересно. Дальше вот хотелось бы сказать вот про это заведение. Выглядит вот таким образом. Называется Ланкастер. Здесь стилизовано под русский. Вот видите, Красная площадь. Там дальше есть еще флаг России. Hello. Hello, как дела? Все окей. Хорошо. Окей. Да. Thank you. В общем, рассказываю. Мы один раз сюда заходили, кушали, решили попробовать. В общем, вот этот молодой человек, который сейчас с вами поздоровался, пригласил нас и обещал прекрасную большую тарелку с морепродуктами. Мы думаем, ну ладно, хорошо, шиканем, покушаем. В общем, когда мы сели, оказалось, что этой тарелки нету. Он предложил нам выбрать другие блюда, которые мы заказали. И, в общем, вместо супа с креветками Алене принесли суп с митболами какими-то, абсолютно невкусный. Мне принесли жареное мясо, которое было практически невозможно жевать. Пиво мы заказали, у них не было холодного пива, и он нам налил пиво в стакан со льдом. Вообще ужас, в общем. И за все это мы заплатили какие-то большие деньги, 600-700 тысяч донгов. Это около 2000 рублей. И просто несусветные деньги, ни за что. Мы практически не покушали. В общем, это заведение я не рекомендую. Запомните его и не ходите сюда. Так, движемся дальше. Вот здесь интересное заведение. Называется Микс. Это греческое заведение. Вот так вот выглядит. Оно несколько этажей. Выглядит... Мне даже помахал кто-то. Здесь очень, на самом деле, дружелюбная обстановка. Все улыбаются, машут при виде камеры и не смущаются. Это заведение греческое, там греческая кухня. Мы один раз туда заходили, кушали питты. Вкусно и достаточно недорого. Поэтому рекомендую. За счет того, что заведение находится, видимо, на третьей линии, и ценник здесь приемлемый. Кстати, друзья, можете меня поздравить. У меня 1000 подписчиков на канале, уже больше. В общем, большое событие для меня на самом деле. Наконец-то я теперь могу подать заявку YouTube на монетизацию своего контента. Только по достижению этой отметки можно это сделать. И, собственно, я этому рад. Но, опять же, рассмотрение моей заявки будет занимать где-то около месяца. Поэтому не так все скоро и быстро происходит. 4 месяца мне понадобилось для достижения этой отметки. Не знаю, много это или мало, но я рад каждому из вас и буду рад и признателен, если вы продолжите смотреть меня, подписываться. Это очень круто. И еще я забываю уже второй ролик об этом сказать. Да, есть всплывающие уведомления, и кто-то подписывается по ним. Но я думаю, стоит обязательно про это проговаривать. Я завел свой телеграм-канал, и где я публикую то, что не входит в основные ролики, какие-то жизненные моменты, интересные посты пишу, какие-то новостные события освещаю. В общем, подписывайтесь, ссылочка на мой телеграм-канал будет в описании. Кстати, еще буду признателен, если вы подпишетесь на мой Яндекс.Дзен. Тоже ссылочка будет в описании.
здесь вот за моей спиной проходит какое-то интересное мероприятие. В нашем понимании я могу предположить, что оно грустное. Скорее всего, это похороны. У вьетнамцев же на похоронах принято не грустить, а праздновать и отмечать это событие. Я не знаю, с чем это связано. Видимо, это как перерождение воспринимается, собственно, новая жизнь у человека начинается. Вот такая вот интересная особенность. Вот мы, собственно, приближаемся уже к такой центровой улице. Она на самом деле центровая. Здесь много отелей, много туристов гуляет, много заведений практически на каждом шагу. Вот там напротив находится фруктовая лавка, где мы, собственно, покупаем фрукты. Пойдемте, собственно, зайдем и купим чего-нибудь домой. Еще обязательно внимательно будьте на дороге, если приедете в Нячанг, потому что здесь есть даже светофоры. Собственно, вот на этой улице он есть. Но зачастую светофоры здесь носят рекомендательный характер. Вот загорелся зеленый, но при этом всем абсолютно пофигу. Вот ребята встали на пешеходном и по барабану. В принципе, даже на пешеходном переходе будьте максимально аккуратны. Вот так, собственно, выглядит фруктовая лавка. Hello. Hello. И вот здесь можно, собственно, приобрести. Вот так выглядит прайс. Давайте посмотрим. Здесь получается манго 30 тысяч донгов за килограмм. Маракуйя и драгонфрут. Вот, собственно, то, что мы возьмем. Все по 30. Hello, my friend. Драгонфрут 2. Mango 2 and maracuya 6. Okay, thank you. Белый. Тоже парень, мы у него уже раз пятый, наверное, покупаем, понимает по-русски, очень интересно, молодой человек абсолютно, знает иностранный язык уже. Я думаю, он на английском хорошо разговаривает, то есть 3 языка уже человек знает. Очень интересно. И здесь часто покупают в дорогу туристы, которые хотят увезти домой фрукты. И вот в таких корзиночках, собственно, упаковывается это все и везется, и хорошо сохраняется в дороге. Ну и вот так выглядят фрукты. Тут несколько точек. И есть даже обувная лавка. Ремонт обуви, кому нужно, тоже вот здесь можно организовать. Такие дела. Ну что, друзья, все, закупили фруктов, идем домой. Я вам обещал еще ночной рынок показать. Конечно же, какой еще домой. В общем, идем. Здесь сложно пройти, на самом деле, все заставлено. Суета, движуха, люди едут куда-то. Здесь вот еще какое-то заведение, куча байков припаркована. Зачастую там, где много байков, это значит, здесь их сдают в аренду. Поэтому, если вы хотите взять байк в аренду, я думаю, на 2-3 линии будет дешевле. Мы еще байк в аренду не брали, но я думаю, обязательно скоро попробуем. Дальше еще несколько заведений, в которых мы были, но по ценнику и качеству там будет дороже. По еде, в принципе, вкусно, но дороговато. Здесь вот огромное количество массажных салонов. Hello, no, thank you. Да, вот все пытаются позвать, заманить к себе, потому что каждый турист на вес золота. Дальше вот мы идем. Есть еще несколько заведений, в которых мы тоже были. Вот напротив, вот синенькое заведение светится. Неплохое, достаточно вкусное, но дороговато. При этом там очень много народу. И почему, непонятно. Но там аквариум, свежие морепродукты. И я думаю, именно для этого стоит туда зайти. Здесь вот тоже мы были. Тоже здесь есть аквариумы. Ребята, привет. Hello. Вот так выглядят морепродукты, которые здесь продаются.
рыбы, омары различные, интересно. Здесь мы тоже были, достаточно неплохой ценник и достаточно вкусно, поэтому это место можно рекомендовать для вас. Здесь вот еще одно интересное заведение, мы здесь были, здесь прикольная стилизация под такую военную тематику. Мы здесь заказывали, я заказал супер острое блюдо и практически не мог его есть. А Алена заказала рис в кокосе, очень необычная подача, вкусно, но чуть-чуть дороговато. Но я обязательно рекомендую зайти сюда, попробовать вот этот рис в кокосе, вы обалдеете от подачи. Ну и я думаю, по вкусу будет интересно попробовать. Вот здесь вот еще одно заведение, называется «Горшочек для риса» с вьетнамским вкусом. Есть перевод на русский. Здесь мы были, я снимал даже отсюда ролик. Кто не смотрел, ссылочка сейчас где-то здесь будет, также в описании оставлю. Тоже могу рекомендовать как недорогое, хорошее заведение с вьетнамской кухней. Ну и идем дальше. В общем, мы уже подходим к ночному рынку. Здесь вот, собственно, ночной рынок. Стоят велорикши, которые желают вас отвезти куда угодно. Много магазинов, массажных салонов. No, thank you. Сейчас перейдем дорогу и, собственно, сниму вам обзор на ночной рынок. Не знаю, насколько получится. Там много народу вижу. В общем, суета. Вот так он выглядит. Я сейчас захожу с задней его стороны. Он сквозной, и противоположный выход находится напротив лотоса. Много народу, сложно пройти. Но такой лайф, я думаю, тоже интересно. В общем, идем. Здесь вот находятся различные футболки с животными. В основном это львы, волки и панда. Сувенирная продукция, пожалуйста, бусы, брелки, часы, какие-то амулеты, картины. В общем, на любой вкус и цвет. Кажется, закапал дождик, и очень приятно. Идем, буду снимать лайвом одним кадром, дальше буду вырезать. В общем, здесь также можно приобрести манго, но здесь, я думаю, он чуть-чуть будет подороже. Много народу. Здесь вот что-то интересное продают. Игрушки какие-то. Чаи, травы. Брелки, магнитики. В общем, сами все видите, много всего. Конечно, в первую очередь этот рынок рассчитан именно на туристов. И начинает он работать где-то после обеда и до вечера. Поэтому, собственно, он и называется ночным. Идем дальше. В принципе, однотипные товары. Тоже вот шляпы вот такие вот интересные. Здесь можно, я думаю, приобрести сувениры для родных, близких и привезти им. Будет, я думаю, приятно. Много туристов. Здесь вот тоже манго, различные сладости, чаи. Много наших соотечественников. Здесь дальше уже начинается одежда, платья, купальники. Вот так все выглядит. Кстати, есть продукция из рыбы тоже. Смотрите, в вакуумных упаковках тоже можно привезти себе домой. Я думаю, можете здесь попробовать, а потом уже это. Здесь вот обувной отдельчик есть. Мы здесь тоже покупали шлепки себе, потому что приехали без них. Thank you. Когда мы уезжали из Москвы, естественно, мы не могли предположить, что мы окажемся в теплых краях, и летние вещи с собой не брали. Идем дальше. Здесь тоже вот такие различные сувениры, вот такие вот котики, про которых я недавно, кстати, писал в своем телеграм-канале. Еще раз напомню, ссылочка в описании. В общем, однотипные товары достаточно. Каждый пытается зазвать к себе, чтобы купили именно у него. Опять же, вот эти шляпы,
кепки с изображением вьетнамского флага, различная сувенирная продукция. Здесь вот достаточно интересные сумки. Вот так, собственно, выглядит. Опять сувениры различные. Здесь вот интересные сувениры. Hello. Такие шарики, брелки, открывалочки. Вот опять котики. Такие вот интересные. Будда. Очень-очень интересно все. Здесь же есть и кафе. Здесь мы не были, но народу много. Hello. No, thank you. Девочка так обрадовалась, думала, сейчас зайду, буду снимать у них обзор. Но нет. В следующий раз. Здесь вот увидел интересное изделие из крокодилей кожи. Не знаю, настоящие или нет. В общем, различные кошелечки. И посмотрите, какая красота. Ух ты. В общем, вот так вот выглядит шкура крокодила. Можно приобрести, наверное, увезти с собой. Я не знаю, можно ли вывозить это через таможню, как это провозится. Смотрите, много всего. Такие чучела крокодила. Ёлки-палки. Посмотрите, как живой просто. А глаза. Как они это делают, уму непостижимо. Такие вот маленькие крокодильчики. Даже вот такой вот красавчик с жемчужиной во рту. Кто хочет быть самым главным модником на деревне, есть вот такие кепки. Забавно. Можно приобрести вот брелки. Вот такие вот брелочки. Ну и много кошельков, сумочек, клатчей, рюкзаков. Идем дальше. На самом деле рынок не очень большой, но много всего и однотипные товары. Здесь вот такой вот интересный отдельчик из натуральных материалов. Сумочки различные, клатчи, шляпы, тапочки. Выглядит интересно. Вот такая вот сумочка 1 750 000 донгов стоит. 1 550 000. Вообще обязательно торгуйтесь на этих рынках. Здесь принято торговаться, и они даже будут рады, если вы с ними поторгуетесь. Расскажу интересный случай. Мы Алене хотели купить платье здесь, и она померила, наверное, 3-4 варианта. Ей не понравилось, не подошло, в общем. И продавщица, чтобы уговорить нас, скинула ценник в 2 раза, чтобы мы хотя бы что-то купили. И мы ей объясняли, что дело не в цене, и нам просто не подходит. Если бы подошло, мы бы взяли с удовольствием, даже, наверное, по первоначальной цене, по незнанию. Но она говорит нам: ням-ням-ням, мне нужно кушать, то есть она лишь бы продать. Поэтому торгуйтесь и скинете цену. Идем дальше. В общем, здесь вот одежда, футболки, различные сувениры. Все однотипное достаточно. И мы уже подходим к концу. Здесь вот изделия из дерева различные. Вот такие вот интересные наборчики. Прикольно. Thank you. Меня приглашают, чтобы я все показал. Кому интересно, вот такой вот крабик, наверное, детская игрушка, прикольно выглядит. Интересные вот изделия из дерева, выглядит круто. Четкие браслетики, Будда во всех его ипостасях. Есть вот такие вот зажигалочки. В общем, найдете себе сувениры на любой вкус и цвет. Thank you. Но не забывайте торговаться. Это обязательное условие. Много всего, опять же, все однотипно достаточно. И каждый пытается зазвать клиента к себе, поэтому вы обязательно можете сбить цену, минимум, я думаю, процентов на 20. Дальше здесь можно приобрести солнечные очки,
во время ваших прогулок вас будут одолевать уличные такие торговцы, которые ходят с большим количеством очков. Но у них не советую покупать, потому что там дешевый пластик, и только испортите себе глаза. Лучше приобрести хорошие очки. Вот различные головные уборы, кепки, Adidas, Nike, любые фирмы, какие захотите. Шлепки, опять же, все, мы уже движемся к концу всего этого балагана. Здесь много народу, чаи, всякие вкусности, рыбка, манго, орехи. И здесь вот тоже платье. Вот, собственно, вот в этом месте мы с платьем, с этой ситуацией столкнулись. Когда мы покупали платье, и нам практически в 2 раза скинули цену. В общем, такие дела, ребятушки. Вот так выглядит ночной рынок в городе Ничанг. Ну что, ребят, в общем, вот такой вот обзор, такой вот выпуск получился. Надеюсь, вам было интересно. Поддержите меня лайками, напишите комментарии, мне будет очень приятно. Также напомню, что вы можете поддержать меня финансово. Все ссылочки и реквизиты будут в описании. На этом все, уже начинается дождь. Погода в Ничанге не очень. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Еще увидимся. Пока!